Здравствуйте, друзья! Прошлое, которое скрывают от людей. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи – Пули снегопада. Наше прошлое куда более интереснее, чем нам рассказывает официальная версия истории. Удивительные механизмы, которые изображают в современных фантастических фильмах, на самом деле не такие уж и фантастические. Большинство из них существовали еще каких-то 100 лет назад, не только на гравюрах, но и в реальности. Глава 1. Планетарная цензура после 17 года. Помню, в свое время ученые будоражили умы и нашу фантазию. Есть ли разумная жизнь на других планетах, и если есть, любопытно, какие у них технологии. И действительно, у них должны быть наверняка разнящиеся от наших причудливые механизмы. И чтобы пофантазировать, тут приходится забыть все, что знаешь. Вот то же самое нужно сделать и когда рассматриваешь такую вещь, как прошлое. Забыть абсолютно все то, что в нас закладывали Академии наук, отнимая наше детство, взамен давая миру кучу высококвалифицированных продавцов капусты и дипломированных таксистов. Чтобы увидеть интригующие ответвления механизмов, основанных на ином мышлении, не обязательно бороздить космические просторы. Для этого достаточно посмотреть хотя бы на 100 лет назад, то есть во времена, как нам смладу разжевывали царей и рабовладельческого строя, когда немытые мужи сумерки сторожевые ощупывали лаем, вспоминая дневную порцию плетей, которые для скорости бытовых хлопот, а порой и для личного удовольствия, выписывают толстопузые бояре. Темное было время, жаждущее, чтобы на гнев Зевса снизошел античный герой с первой лампочкой Ильича. Ведь не было ничего, кроме, конечно, фотоаппаратов, технологии которых мы унаследовали от времен злых царей, которыми фотографировали вот такие вот мосты. Киев. Цепной мост, сфотографированный аж в 1855 году. Что на этот счет нам рассказывают Академия наук, СМИ и Википедия вместе взятые? Что только через год после этого снимка изобрели способ, как плавить железо, и качественную сталь еще не научились получать. В общем, полными дикарями были. И чтоб таковыми и оставались, в 1918 году большевики начали реквизировать у населения фотоаппараты, фонографии и пленки как предмет роскоши. А то в самом деле холопы обнаглели. Бегают веками с видеокамерами и полароидами, пытаясь увековечить то, что не к лицу порядочной истории. Любой грамотный должен знать, любой образованный, любой воспитанный до полного автоматизма, что мы самые-самые и самее нас, самых не смогла быть ни одна цивилизация. И кто этому возразит, тех надо по всем законам диплома перенудить однотипными и узнаваемыми рефлексами. И дабы не огорчить данных человекозаменителей, наверное, проще нижнюю фотографию подписать. Соревнуются попы в технологических аспектах строительства церквей. И в этом будет доля правды. Это промышленные выставки, которые проводились по всему миру с 1800-х годов и до того же большевистского 1917 года. После этого прекратились. Причем как у нас, так и во всем мире именно после этого года. Данные церквушки – это не что иное, как механизмы по добыванию халявного электричества, что не очень любят в бесовском банкирстве, что после 17-го мало того, что прекратили выставки, но и ярмарки снесли по фундаменту, дабы не осталось и воспоминания. А добывающие электричество станции назвали ничем иным, как Божьим домом, хорошо хоть не гробницей фараонов, как называют другие технологичные строения прошлого. А вы думали, почему приказ сверху был от паразитов, чтобы с 17 года уничтожить большинство церквей?
Ведь церкви с паствой в современном понимании их глобалистам больше выгодно, нежели наоборот. Да потому что благодаря им был свет в домах и разъезжал по городу транспорт, не нуждаясь ни в заправках, ни в подзарядках. А значит, народ был менее зависимым, нежели сегодня мы, погрязшие в капиталистических реалиях. Но об этом чуть ниже. Обратите внимание на шикарное здание Нижнего Новгорода, где проводились ежегодные ярмарки до революции. Что с ним? Снесли. Церковь же. Для большевиков того времени все, что связано с высокими технологиями, пережитков буржуазии, попадало под графу «религия» или предмет роскоши. Ну или ближайшая их методика, звучавшая во времена Горбачева. Разруха. Дескать, все мощнейшие заводы, громадное кораблестроение и многое другое попросту устарело, как вложили в умы людей. Что тогда при развале планетарной Руси, что во времена развала Союза. Удивительно. Столько на этих выставках электрических башен Коли Теслы разных видов, с разными доработками, разными мощностями, по разным городам всего мира. От разных авторов, но каждый информационный род в три голоса шестипалой вознёй говорит лишь об одном человеке. Запомните эти столбики. Мы к ним еще вернемся в этой статье. Да, и если вы изучаете прошлое, то их теперь будете встречать постоянно в разных видах, разных стилях, от разных изобретателей. Глава 2. 1500-е года превосходят нас в качестве и технологиях. В Испании, в 18 километрах от Аликанте, существует одно старое водохранилище. Как и положено, сделана дамба под названием Тиби. Все бы ничего, если бы не дата и масштаб постройки. Первый камень для постройки был заложен в 1580 году, а через 14 лет строительство дамбы было завершено, то есть в 1594 году. Сама дамба имеет высоту в 41 метр и ширину имеет местам до 33 метров. Плюс к этому имеет форму арки в сторону воды. Ну и, конечно, сливная система, если вдруг водичка будет больше, чем нужно. Можно сказать, что очень продуктивно. Практично и умно подошли испанцы к постройке этой дамбы. Надеюсь, по фотографиям смогли представить масштаб постройки. В наше время, если нужно построить примерно вот такую дамбу, то трудится целый институт, чтобы все рассчитать, плюс дополнительные отделы других институтов. Куча бумаги, куча расчетов, много времени и так далее и тому подобное. Здесь я привел пример, что на постройку такой дамбы требуется куча очень образованных людей, причем не со школьным образованием в нашем понимании. Какие-никакие, а знания нужны. Просто так на дурака или король велел построить здесь не прокатит. Уж больно долго стоит эта дамба, 400 лет. Это вам не Саяно-Шушенская ГЭС. Есть очень одна примечательная деталь. Огромное количество дамб, построенных с 1900 года по всему миру, имеют одну проблему. Они все разваливаются и трескаются, и многие даже не имеют и 100 лет. А над постройкой этих дамб, как я говорил ранее, работали институты. И всегда власти той или иной страны находят кучу отмазок, почему так получилось. Вот и получается. Или все мы по всему миру халтурщики, или у нас еще не хватает знаний, чтобы построить дамбу. По превосходящему качеству прошлого приведу еще пару примеров. Это царская кладка в подземельях Саратова. Слева круглый был проход, но его заложили современной кладкой. Как говорится, по факту царский кирпич выглядит, будто каменщики выкладывали недавно, а современный весь рассыпался, будто ему лет 500. Крепость Пилау – искусственный остров с искусственными каналами,
Километровые кирпичные кладки без каких-либо погрешностей. Толщина стен в некоторых местах до 2 метров. Ее не смогли разрушить ни Первой мировой, ни Второй. Сколько нужно было кирпичных заводов иметь? Сколько бетонных? Сколько мастеров по кладке? Какие приспособления для меток? Понятно, что все было в момент строительства выше нас на уровень в 10 раз. Что нам рассказывают об этой прочности? По всему миру байка одна. Строили немцы именно в войну, когда им заняться было больше нечем. Добавляли желтки яиц, оттого настолько крепкие, что при сносе электрических станций, называемых церквями, ломались тросы. Но вы же видите снимки, причем тут яйца? Видно же, что цементный раствор заводского производства. Или испанскую дамбу. Тиби тоже немцы яйцами забросали, что она держится 500 лет и до сих пор крепче современных. Ну ладно, пускай будет немцы строили. В момент боевых действий, да еще сверхвечно настолько, что местный не умел, а по официальной истории все сооружения по миру строили именно агрессоры. Пускай даже среди каждого солдата Германии был профессиональный каменщик, который ехал воевать против нас, и пару мешочков цемента из Германии и пару поддонов заводских кирпичей вез с собой. А яйца немцы где брали? Тоже в лотках с собой везли. Или бегали по оккупированным деревням с автоматами: отдавай свои яйца, ибо мы ужасный поступок хотим совершить на вашей земле, построить прочнейшие сооружения. Это же настолько странная версия на всю голову. А мы так в нее в момент и уверовали. Насчет погрешности смотрите со спутниковых снимков. Уже молчу о более масштабных архитекторах в форме звезды. От просмотра этой масштабной точности ваши мозги не закипают? Как это можно было целый город выстроить так точно без так называемых спутников? Без аэросъемки, без развитого уровня промышленности и технологий, просто примитивным трудом неграмотного общества. Мы сегодня дом без косяков не строим при всей нашей хваленой цивилизованности. А тут примитивное общество, по заверениям официальщиков, построили так, что не прикопаешься. И это же попадаются инженеры и эксперты, естественно, в кавычках, которые сотрясают дипломами, как Сен-Бернар медалями. Я спец, такое строить расплюнуть. Такие строители, видать, ни одной современной стройки не видели. Вот вам со спутника снимок Пилау. Поищите на нем берега природного происхождения. Глава 3. Технологии на иных принципах. Это мы сегодня воспринимаем способы передвижения лишь в узком понимании двухосного и четырехколесного принципа. Но наши предки спокойно обходились и одним колесом, что, собственно, Голливудом преподносится как фантастика. А сегодня иные деятели преподносят как инновации и технологии будущего. Нет, дорогие мои, все эти технологии из прошлого. Причем аж с 1800-х годов, а может и раньше. Ведь мы почти ничего не знали буквально недавно. Что было 100 лет назад, 200 же лет еще больше туманом покрыты. Как и в случае с первой главой, где на промышленных выставках была жесткая конкуренция в 1800-х годах по приборам бесплатного электричества, то же самое было в то же время и по механизмам с одним колесом от лошадиных повозок. И велосипедов, до мотоциклов, которые спокойно развивали скорость 150 км в час. Помните, Дима Медведев назвал фильм «Люди в черном» абсолютно документальным? Ну вот, он прикидывается, а тут по сути не соврал. После 1917 годов технологии сошли на нет, попав под запрет. К примеру, ленинградский инженер Эдуард Мельников в 1970-х годах имел моноцикл, но перемещаться на нем запрещено было работниками ГАИ. Единственное, что разрешили, это кататься вокруг Исаакиевского собора.
Были также и машины. На моноцикле. И технологии с пропеллером. Глава 4. Поездатые поезда. Пропеллерные технологии использовались не только в моноциклах и самолетах, но и в поездах. К примеру, вот этот локомотив с пропеллером под названием Schelling Zeppelin, который сконструирован в Германии еще в довоенное время. В движение эту огромную махину приводил 46-литровый двигатель V12 от компании BMW, развивавший мощность до 600 лошадиных сил. С этим мощным двигателем пропеллеровоз разгонялся до рекордных на то время скоростей – порядка 225 км в час. Только в 1953 году был побит этот рекорд скорости на железной дороге. С технологиями моноциклов перекликаются также поезда монорельс. Монорельс Мейгс. И вновь эти технологии тянутся с 1800-х годов. Такую же конкуренцию, как и бесплатное электричество, как и мотоциклы. Так что же там бесплатное электричество и моноциклы, если в те времена проводились даже конкурсы по лучшей постройке подводной лодки? Конкурс, в котором принимали участие от обычных пахарей до моряков воздухоплавания. Вот вам и времен царей, писарей, челобитных и неграмотных крестьян. Были также на такой основе и машины. Данный гирокар Шиловского выглядит упреком современным юристам, так как создан именно их коллегой. Ведь что современные юристы умеют? Приходит хоть что-то первое на ум? Да, многие ответят, что непрактично, ненадежно, не быстро, как зачастую это бывает. Немногие могут забыть современные в кавычках знания, чтобы взглянуть на мир совсем по-другому. Это во-первых. Во-вторых, технологии на иных принципах нашего прошлого по производству монорельсов и тогда уже имели широкое распространение и разностороннее применение. И даже уместно упомянуть, что технологии отсталых веков царей мы унаследовали и успешно используем. Просто голова кругом, какое разнообразие использовали монорельсов. А здесь недаром монорельс круглой формы, и ваша фантазия дает правильные ответы. Монорельс передвигался не то что поверху, но еще и ездил под землей. Вот вам и пожалуйста, метро уже было. Мы его не изобретали, как и поезда. Обращаем также на себя внимание, и что на паровой тяге. Пар, который современное общество недооценивает и считает примитивным, а на самом деле мы до этих утерянных технологий еще не доросли. Глава 5. Трамваи. В последних пару лет для многих уже не секрет, что ерунду о прошлом мы изучали в школе, и такую же ерунду навязывал телевизор. Для многих уже не секрет, что трамваи тянутся тоже с 1800-х годов. Но какой вид энергии приводил их в движение? Были паровые модели, но на этих фотографиях паровой технологией не пахнет. Если сказать просто, это электротрамваи. А если сказать непросто и даже очень сложно, как это воспримут некоторые, двигались они по передающему беспроводному электричеству. Нам же, собственно, часто фотографии показывают, что их лошади тягали. Но тягали они эти трамваи немного позже. До этого трамваи ездили во всем мире и везде по одному принципу. Но для лошадей их не делали. Какой смысл такую технологичную конструкцию делать, слишком громоздкую для лошадей, когда были повозки? Помимо этого было достаточно и паровых машин, которые по грузоперевозке даже современным дадут фору. Я уже молчу о поездах без рельс, которые уже были
аж с 1830-х годов. Как, к примеру, в Питере, о котором Виктор Цой пел, что ему 2000 лет. Если не ошибаюсь, о том же пел и певец из сектора Газа, у которого была одна из крупнейших библиотек по редким книгам в мире. Но ведь таскали лошади трамваи, и это факт. Как и факт, что до этого трамваи перемещались своим ходом. Как и факт, что после лошадей трамвая обратно начали ездить. Вот вам и подтверждение, что никаких аккумуляторов, дров, угля, бензина не надо было трамваям. Они перемещались с помощью передающегося беспроводного электричества, установка которого на время вышла из строя. А здесь что мы можем рассмотреть? Как поломку чинят? Вообще фотографии изумительные, большинство их из 1800-х годов. То есть не мы фотографии изобрели. И если кто-то там воспевал хвалебные, что в отличие от времен царей мы стали цивилизованными и изобрели цветные фотографии, можете уже сегодня прекратить этим гордиться. Даже цветные фотографии были задолго до нашей цивилизованности. Внутри трамвая. Небольшой фрагмент статьи, где беру эти фотографии. Ссылки на полную литературу по всей статье внизу. Если кто-то представляет себе фрактальную геометрию, то вот она и есть в чистом виде. И подобная бахрома тут далеко не для красоты. Подобная модель крыши есть не что иное, как видоизмененная модель главы купола православного храма, где два яблока стоят вверху. Металлический материал стропил крыши образует главу, а навершие над яблоком в православной главе, которое сверху в данном случае перенесено вниз и рассредоточено по периметру кровли. Технически очень грамотно. Любые высотные работы на таких установках усложняют эксплуатацию в разы. Тот же совершенно принцип используется и в таких сооружениях. Такая вот у нас фантастическая страна, где не надо добывать нефть и вести из-за нее сражения. И были такие страны расположены на всех континентах, где была цивилизация, пока узкий круг людей не придумал гениальный способ обогащения и за несколько десятилетий успешно его не внедрил. Но это уже другая история. Но раз уж заговорили о куполах и яблоках, наверное, стоит глянуть кое-что еще. Кто-нибудь когда-нибудь видел яблоки на куполах из стекла? Наверное, нет. И лампочки его так не опутать. Как же это яблоко могло светить, как гигантская лампочка? На первом фото, еще кроме этого, яркость ламп от яблока вниз плавно уменьшается, что противоречит всем законам физики. Опять фантастика. Но это все фигня по сравнению с мировой революцией, аппаратом, который мог бы получить электричество централизованно в таком объеме, как на этих иллюминациях, если там вообще он был. Скорее всего, если бы тут были лампы накаливания, мощность была бы немалой. Глава 6. Принтеры и факсы 200 лет назад. В 1856 году аппарат Казелли мог считывать графические изображения, текст и передавать на большие расстояния. А это уже свидетельство того, что ранее были факсы, принтеры, телевидение в нашем понимании. Любопытно также, что Джованни Касселли был простым священником. Попросите нашего попа, чтобы он не с нуля изобрел сканер и принтер, а хотя бы по современным чертежам. Не смогут. Потому что уровень развитости и недоразвитости нашего поколения и прошлого значительно отличается. Раз священники создавали в прошлом сканеры, пахари подводные лодки, юристы моноавтомобили. Вы хоть представляете, насколько система нынешнего образования для детей примитивная?
По официальным версиям, Козелли изготовил прототип своего аппарата в 1856 году и продемонстрировал его способности в присутствии Леопольда II, герцога Тосканского. Герцог был настолько впечатлен изобретением Козелли, что предложил ученому финансировать его эксперименты. Однако есть достаточно уцелевших источников, что телеграфом пользовались еще в 1700-х годах. Лесаж в 1774 году построил в Женеве электростатический телеграф. В 1798 году испанский изобретатель Франциско де Сальва создал собственную конструкцию электростатического телеграфа. Позднее, в 1809 году, немецкий ученый Самуил Томас Земеринг построил и испытал электрохимический телеграф на пузырьках газа. Уильям Кук и Чарльз Уэдстоун в 1837 году запустили в коммерческое использование свой аппарат. Еще одна модель факса была выпущена шотландцем Александром Бэйном в 1843 году. Зато нам всегда скромные на пояснение втюхивают текст. История создания осветительных ламп накаливания началась в далеком 1809 году, когда англичанин Деларю изготовил первую лампу с нитью накаливания из платины. Затем на некоторое время об этом изобретении забыли. Да неужели одним словом, а платиновую нить каким способом добыл? Всегда говорил, о возможностях того или иного века можно судить даже по обычному болтику с резьбой или проволочке. Пускай те, кто говорит, что кузнецы кувалдами выстукивали, сами попробуют создавать мелкие детали таким фантастическим способом. А реальность была такова. Глава 7. Что мы все о колесном транспорте да о колесном? В самом деле, наши предки, помимо иного видения колесного транспорта, еще использовали и ходячий в прямом смысле этого слова. К примеру, данную мотолошадь официально объясняет легко. На них ходили, чтобы научиться на мотоцикле ездить. Кто хочет этим объяснением успокоиться, ваше дело. А я предлагаю и этот агрегат оценить. Как говорится, нет дыма без огня. Пушка может быть и тяжелая, но есть и потяжелее ходячие агрегаты, как, к примеру, экскаватор Big Muskie. Этот гигант весит 13,5 тысяч тонн. Главная особенность – экскаватор был шагающего типа. Глава 8. Подземный транспорт. Данные фотографии из фильма «Секретная служба Кингсмен». Эпизод на 28 минуте, на котором изображен подземный пневмотранспорт, который отнюдь не является фантазией режиссера. Данным транспортом действительно пользовались в эпохе рабовладельческих царей. Подобный транспорт был и у нас. Письменных свидетельств, конечно, я не видел равноценных, которые есть на Западе, а вот туннели эти под каждым нашим городом. Размеры как раз такие, как в фильме «Кингсмен», так что в фильме спокойно могли обойтись и без монтажа и графики, а снять реальный транспорт, не тратя денег на декорации. А нам что рассказывают про эту мастерскую кладку труб, тянущуюся через большинство наших древних городов, а может даже и из области в область, не сбиваясь в размерах ни на миллиметр? Что для канализации? Конечно, в это можно верить, ведь делать нечего было во времени царей так изощряться всего лишь для канализации. Мы сегодня плитами кое-как нахалтурим, набросаем при всей нашей сверхразвитости. А вот во времена царей обязательно решили сделать шедевральную канализацию? Смех и только. И вновь, что на себя обращает внимание? Масштаб изготовленных заводских кирпичей. Масштаб изготовления цемента.
масштаб высококвалифицированных строителей. Вот где люди кассу поднимали, приехав пошабашить. Вот видите, следы остались. Документы где? У нас под ногами кучу разновидных метро времен царей, а информации о них в широком доступе почему-то не сыскать. Глава 9. Заключительная. Это изображение зафиксировано в 1900-х годах. На заднем плане мы видим поезд, который не на паровой тяге, не на бензиновой, а именно на электричестве. И уверяю вас, электричество идет не от аккумулятора, а именно беспроводное. Но речь тут не о нем, так как он меркнет в сравнении с тем, что на переднем плане. Это движущийся электрический тротуар. Такой же был зафиксирован и в Чикаго в 1893 году. Тротуар проходил по всей выставке, был длиной 3,5 километра, имел 9 станций. Справа мы видим шикарное здание промышленной ярмарки, вокруг которой шла электрическая дорога. Такие же были у нас. Попробуйте эти здания найти сегодня. А теперь обратите внимание на эти столбики. Они не для красоты. И не только для того, чтобы браться рукой, когда шагаешь на электрическую дорожку. Именно благодаря этим столбикам и движется эта дорога. Везде эти столбики были, разных видов, разных изобретений, от разных людей. Но почему-то приписывают лишь к имени одного человека – Коли Теслы. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.